Добрый вечер, уважаемые зрители нашего канала. Только что закончилась лекция, которая проходила в Борисполе. Господин Кjeldt Бранструп делал такой обширный доклад на весь день. Я не знаю, как у него хватает сил. У нас сегодня появилась возможность снять короткое интервью с господином Кjelдом Бранструбом. Я хотел в первую очередь поблагодарить Андрея. Во многом я знаю благодаря его усилиям. Андрей является владельцем канала, который нам тоже очень нравится, канал Матковод АМГ. Всех, кто с этим каналом еще не знаком, я приглашаю посмотреть и оценить. Андрей сегодня выполнял очень шикарный перевод с английского, так как мои знания английского позволяют немножко оценить, я его не так хорошо знаю, но благодаря тому, что Андрей сам пчеловод и давно знает господина Кjelда, был тот уникальный случай, когда все сказанное господином Кjelдом Бранструбом без искажения передавалось на другой язык. Господин Кjelд Бранструб согласился уделить нам немножко времени, чтобы наши зрители могли с ним чуть-чуть побольше познакомиться. К сожалению, в русскоязычном пространстве крайне мало информации о нем как о человеке, о нем как о селекционере, о пчеловоде. Мы попытаемся восполнить данный пробел в силу отведенного нам короткого времени. Во-первых, добрый вечер, уважаемый Кjelд. Я надеюсь, что у вас еще остаются силы. Hope that you still have your the power to answer those questions. Well, I have a little voice left. Немножко голоса осталось. Во-первых, спасибо большое за очень интересную лекцию. Thank you for a very interesting lecture. Okay. Я думаю, что для пчеловодов в таких странах, как Украина, Беларусь и Россия, очень важно получать прямой доступ к таким опытным селекционерам из Европы, как вы. Yeah, I can only agree to that. I have myself a feeling that spreading out the message about the options we have within the beekeeping world. Он также думает, что необходимо эти знания распространять, когда эти знания нужны пчеловодам, особенно в некоторых частях света. Certain parts of the world. Как вы оцениваете сегодняшнюю аудиторию? Были ли вопросы, интересные вопросы, на которые вам было интересно отвечать? All questions are actually interesting. Все вопросы очень интересные, и этот тип вопросов показывает, какие преференции есть у группы людей. Present situation in the group. But the topic for today that Но тема разведения бакфаста очень новая здесь, в Украине. Ukraine. And I must, of course, И, конечно же, он должен был понимать и принимать все вопросы, которые могли возникнуть. Но он всегда говорит, что нету глупых вопросов. to be posed. Because you have to remember one thing. Well, I have 40 years of experience. Нужно помнить одну вещь, у него 40 лет A опыта. lot of things that is quite evident for me И много вещей, которые очевидны для него. is utterly news for other people. Это просто как такая новость для всех других людей. So Для него есть, это не вопрос по поводу ответа на все вопросы. Все эти вопросы должны быть отвечены, и люди должны узнать то, что они хотят узнать. but basically, from a personal point of view, it's important for me to state that what I Но для него это очень важно, что тот опыт и знания, которые у него есть, которые он накопил, это важно, чтобы он поделился этим с другими пчеловодами. during my career I have made a lot of mistakes. Он сделал много ошибок в течение его карьеры. But if I can avoid other beekeepers to make exactly the same mistakes, Если он может предотвратить, чтобы другие пчеловоды делали те же ошибки, I think I have done a favor to them. он думает, что он сделал ему услугу, таким образом делает. All right? Окей. Пчелы Бакфаст являются относительно новыми пчелами для достаточно большого региона, такого как Украина, Россия и Беларусь. Когда Бакфаст впервые появился в Дании, он сталкивался с такими же проблемами, как происходила адаптация этой пчелы с точки зрения менталитета людей. Извини, Андрей, если очень сложно. В общем, были ли какие-то препятствия? Вот мы видим, что в некоторых странах
когда появляется Бакфаст, сразу появляется какая-то контрдеятельность поклонников других пчел. Да? Были ли же такие же конфликты? Я знаю, они до сих пор существуют в Германии. Один пчеловод может сжечь ульи другого пчеловода только потому, что там, например, в улье разводят Бакфаст. Были ли же такие же контраргументы или такие же действия в Дании? We had the first Buckfast bees coming into Denmark about 1979. Первые пчелы Бакфаст появились в Дании в 1979 году. And from day one we had the discussion. И с первого дня началась эта дискуссия. We had exactly the same discussion in Denmark as we have had in Germany, Belgium, France, well, you name it. И такие же все эти дискуссии у них были в Дании, как они имеют их в Бельгии, в Германии, в любой стране, эти противоречия. But to my best experience, В его понимании он видит это так, что нечего здесь особенно не о чем дискутировать, потому что многие пчеловоды, которые попробовали пчел Бакфаст, они говорят, что я хочу именно таких пчел. But the nature of Buckfast breeding, where we are using all kinds of bees from many different countries and many different races, of course we must have the original bees. Но встречаются люди, которые фанатичны по отношению и к Бакфасту, и также они фанатичны к расе местных пчел, так же как к расе Бакфаст. И эти дискуссии постоянно происходят. Но он думает, что достаточно места есть и для местных пчел, и для Бакфаст. Конечно, есть проблемы, когда мы видим, что некоторые страны возводят барьеры, пытаясь защитить местных пчел, но давайте посмотрим, что же дальше происходит. Люди из стран, где есть ограничения, они возьмут машину и поедут в соседнюю страну, возьмут пчел. Так что вместо того, чтобы иметь зарегулированный контроль над импортом, эти все пчелы переезжают в карманах. Без никаких сертификатов, без ничего. Как вы думаете, какой основной стереотип существует сейчас о пчеле Бакфаст, что мешает людям правильно воспринимать эту пчелу? People are afraid of new things. Конечно же, недостаток информации, и люди переживают и боятся всех новых вещей. Because, well, it's like in politics. Это как в политике. Things has been like this for 45 years, and they have to remain like this. Вещи были так вот 45 лет, и так они и должны оставаться дальше. It's always difficult with new ideas. Всегда очень тяжело с новыми идеями. And of course, I understand the people who says we have to maintain our local bee. Конечно же, он понимает. I fully support that. Он понимает и полностью поддерживает людей, которые говорят, что мы должны защитить местную пчелу. But in the same time, we must realize that if, for instance, commercial beekeepers can get a much better business by using the Buckfast bee, you cannot tell them not to do it. И также мы должны понимать, что есть люди, которые в бизнесе... It's ghost. Мы также понимаем, что если есть коммерческие пчеловоды, для которых пчела Бакфаст дает гораздо лучший результат, мы не можем их остановить от использования этой пчелы. But just to finish, at the same time, everybody must realize that when Но также нужно отметить, что, например, если какая-нибудь страна, вот, например, Беларусь, решит импортировать маток Бакфаст, пчел Бакфаст, они должны понимать все, что с этим связано, какие это пчелы, какие аспекты связаны с этими пчелами и тому подобные вещи. Вы один из немногих пчеловодов, кто лично и достаточно продолжительное время знали брата Адама. Расскажите, пожалуйста, что это был за монах, что он был, кем он был,
какие у него были особенности, что это был за человек? A short context, he was a Benedictine monk living in the southern part of England. Это был монах, который жил Он был одним из последних Свейпианс. Вот я не понимаю, что значит это слово. Как англичане бы сказали. Actually, he was one of the last Swabians, as the English people would say. And to put Brother Adam in a simple context is not easy, because Brother Adam was a quite complicated man. Сказать очень просто про брата Адама невозможно, потому что он был довольно сложным человеком. But one of the overall characteristics you can say about Brother Adam was that he was extremely firm in his work. Но одно можно отметить, что брат Адам был очень твердым в своей работе. He put up high demand. Он выставлял высокие требования к себе, высокие требования к людям, которые с ним работали, и высокие требования к результатам своей работы. And one of the differences between Adam and many other people working in the same field was that Одна из особенностей брата Адама – это то, что он был очень нацелен на получение результатов. and he was very much aware that there was no shortcuts in his work. Он был очень уверен, что не может быть никаких срезаний углов в его работе. Everything has to be done close to perfection. Все должно было сделано близко к идеальному, Otherwise, he would be quite uneasy. иначе он будет немного нелегким, не в себе. I truly remember that by working from him. If a mistake was made, you were told. И Кельт помнит об этом всегда, потому что если бы кто-то сделает ошибку, обязательно об этом услышит от брата Адама. But first of all, Brother Adam's greatest Но первое, что achievement нужно отметить, что брат Адам добился не столько как бы пчелы, но самой системы селекции, которая, вот эта система селекции может быть применена везде и ко всему. The Buckfast is the way. Yes. What? Buckfast is not only bee, that is the way Yeah. of selection. Бакфаст не только пчел, но это путь пчеловодства. The Buckfast bees cannot be considered as a strain. Пчелы Бакфаст не могут быть расценены как порода. Breeding Buckfast bee is a way to do the breeding. Селекция пчел Бакфаст это путь к деланию селекции. So basically, Можно так сказать, что любой может выводить пчел Бакфаст, используя эту систему. Нужно понимать систему, нужно понимать селекцию, разведение для того, чтобы делать эту селекцию. the last 40 years of experience for me has Но последние 40 лет пчеловодства для него были такими великолепными, потому что он начинал 40 лет назад с местных пчел, которые были не самые лучшие, и пока до того момента, как он получил пчеломатки Бакфаст. И что он помнит о брате Адаме, он говорил: так, мистер Бранструп, если у вас появились хорошие пчелы, нету ни одного повода, почему эти хорошие пчелы не должны появиться у вашего соседа. for him, for Brother Adam, it was Для него, для брата Адама, вот главным было то, чтобы люди делились. And of course, when I'm spending my time going to Belarus, Конечно, если он будет тратить свое время поездкой в Беларусь, it's of course in order to share my knowledge это потому, что он хочет, people in Belarus who could be interested. поделиться своими знаниями с людьми в Беларуси, кто интересуется этой темой. В основном можно сказать, что это не важно, его не волнует, или люди имеют там красных пчел, желтых пчел, черных пчел, синих пчел, зеленых If they пчел want и to каких work with угодно. their bees, the way Brother Adam did and the way I have done, Но если они хотят работать с пчелами таким путем, как работал с ними брат Адам и как он делает, I'm prepared to share my knowledge. он готов поделиться его знаниями. I'm prepared to share the bees I have to Он- get other beekeepers going. Он готов поделиться теми пчелами, которые у него есть, чтобы дать возможность другим пчеловодам дальше развиваться, прогрессировать. It's basically that. Это в основном это.
Во-первых, большое спасибо за ваше согласие приехать в середине марта в Беларусь. Наши коллеги просили передать, что все с нетерпением ждут этой встречи. I'm happy Patiently. beforehand for the invitation. And I Спасибо will за do- приглашение. I will of course do whatever I can to be helpful to the people in Belarus who wants to start breeding buckfast bees. И, конечно, он сделает все, что он может для тех людей в Беларуси, которые хотят начать держать и разводить бакфаст. Окей. Поэтому, Андрей, еще раз большое спасибо. Сейчас перерыв, и я задаю последний вопрос или около последнего. Окей. The last question about that. Окей. That's it. Господин Бранструп, еще раз большое спасибо за уделенное нам время. Thank you very much for your time, Mr. Branstrup. The last question. Again. Какими тремя характеристиками, на ваш взгляд, должен обладать пчеловод, чтобы стать селекционером? И что бы вы могли порекомендовать пчеловодам Украины, России и Беларуси в качестве вашей рекомендации по движению вперед в своем пчеловодстве? Basically, it depends on what kind of Ну, это все зависит от того, каким вы хотите быть матководом или селекционером. Вы хотите разводить, как бы выводить новые эти линии бакфаста, или вы хотите просто выводить пчеломаток. I guess that one of the most important things is your eyes, Самое главное, что есть, это ваши глаза. because you must be able to see what is going on in the colonies. Потому что вам нужно обязательно мочь увидеть то, что происходит в колонии пчел. Or to use another word, you must be able to observe what's going on. And you must be able to keep track on the observations. Другими словами, вы должны уметь быть наблюдательным и замечать, что происходит, или иметь хорошие наблюдательные способности. Beekeepers who are interested in breeding buckfast bees, Пчеловоды, которые интересуются выводом пчел бакфаст, разведением, if they do what needed, если они делают то, что нужно, they will have a good result. они получат хороший результат. First of all, they will have a good time with their bees. Первое, самое главное, они будут наслаждаться пчеловодством. It will be enjoyable. Это будет, очень хорошо для них, они будут этим наслаждаться. The work will be fulfilling in a way Работа их будет наполнять, то есть, давать им смысл. that Удовлетворение. the beekeeper in the end will get more honey. И пчеловод в конце концов получит больше меда. He will get more money, hopefully. Конечно, в надежде, что он получит за этот мед больше денег. And not to forget, if he can get it with less work, И также не забыть, что он это все может сделать с меньшим количеством работы. it's basically a win-win-win situation for the beekeeper. Это в основном выигрышная с трех аспектов ситуация для пчеловода. So of course I can only say to people who has the interest, Он только может сказать для тех людей, кто имеет интерес в get этом. going, Начинайте, but you must know that it is hard work. но вы должны понимать, что это есть тяжелая работа. Без конца. Уважаемый Кьелд Бранструп, огромное спасибо за уделенное время. Thank you very much for your time, Kjell Brandstrup. Еще раз огромное спасибо и с нетерпением ждем встречи в Минске. Thank you again, and we wait you in Minsk Yeah. patiently. And thank you very much for your interest. Thank you very Спасибо much. за ваш интерес. Спасибо большое. See you later.